Что будет, если Горбачев увидит, как его жену насилуют 4 мужика? Осудит происходящее и продолжит смотреть. Мир всем! Вы на канале Эхо Войны, и я ее голос Ник Рай. И сегодня, в рамках рубрики «История вкратце», мы поговорим о южно-осетинском конфликте 1991-92 годов, или же Первой грузино-осетинской войне. Почему осетины делятся на южных и северных? Как так вышло, что еще при живом СССР началась война за независимость? Чем воевала Грузия на этой войне? Давайте разбираться. Начнем с главного. Почему нет единой Осетии? Осетины – горский народ, который разделяет главный Кавказский хребет. Горная система длиной в 1200 километров и шириной от 30 до 180 километров. Из-за столь мощного природного укрепления осетины живут по разные стороны хребта. В северной части, на территории РФ, и южной, где находится Грузия. С становлением СССР Южной Осетии дается статус автономной области в составе Грузинской ССР. Однако южных осетин притесняли. Например, все населенные пункты и города в Южной Осетии назывались по-грузински, а сама Южная Осетия использовалась как придаток Грузинской ССР. Из органов управления изгоняли осетин, и на их место ставили местных и приезжих из других районов грузин. Все это привело к вынужденной миграции осетин в 40-х-50-х годах. В конце 80-х, с приходом перестройки, в Грузии начался подъем националистических движений и притеснение негрузинского населения. В 1989 году Совет народных депутатов, видя к чему все идет, принял решение о преобразовании автономной области в автономную республику Южная Осетия в составе Грузинской ССР. 20 июня 1990 года Верховный Совет Грузинской ССР на внеочередном съезде признал незаконными все договоры и законы, принятые после советизации Грузии в 1921 году. Несмотря на желание ЮО остаться в составе СССР, ее никто не слушал. Поэтому 20 сентября 1990 года Совет народных депутатов Южной Осетии принял решение о создании Юго-Осетинской Советской Демократической Республики. Горбачев, как обычно, все осудил. 10 декабря 1990 года Верховный Совет Грузии принял решение об упразднении ЮО. 4 января жители Цхинвала, обеспокоенные слухами о прибытии силовиков из Грузии, разоружили местных грузинских милиционеров. Военный комендант Цхинвала поставил ультиматум о сдаче оружия до 24 часов 6 января. Но уже в ночь с 5 на 6 января в город вошел 3000-й отряд МВД Грузии. Утром 6 января в Цхинвале и Джавском районе вспыхнули вооруженные столкновения с применением гранатометов. На следующий день в Владикавказе при посредничестве МВД Северной Осетии было достигнуто решение о прекращении огня, но спустя 2 часа ситуация вновь обострилась, и части грузинской милиции были вытеснены с территории Джавского района. Правозащитники «Мемориал» приводят рассказ одного пожилого жителя о городских боях в Цхинвале. 7 января – второй день оккупации, или комендантского часа по-грузински. По всему городу то здесь, то там грохочут выстрелы целыми сериями. Когда одновременно палят несколько автоматов, то просто гул стоит, как горный обвал. В городе по-настоящему оккупирован только центр. За ночь, к утру 7 января, наши, осетины, построили баррикады из тяжелых обездвиженных машин. Около часа дня началась стрельба. У высокого дома кто-то, видимо, из наших, бросил взрыв-пакет между автобусами патруля грузинской милиции и убежал, а патруль стал стрелять по крыше этого высокого дома, прячась за деревья и за углы стен. Забавно было смотреть, как в нескольких метрах идет война. Наивный я человек. Настоящая война началась еще через полчаса или час. Опять стрельба, шум и прямо перед глазами, буквально в нескольких метрах, паническое отступление.
грузинская милиция стреляет вдоль улицы из автоматов и пистолетов и набивается в автобусы, которые тут же отъезжают к центру города. Перед последним автобусом, в метрах 5-6 от меня, вдруг возник милиционер и, угрожая шоферу автоматом, остановил его. «Дадек, шемидада!» Мол, еще не все сели. И действительно, еще человек 5-6 подбежали, сели в туго набитый автобус и уехали. Стало тихо, совсем тихо. «7 января президент СССР Михаил Горбачев издал указ, осудивший и Декларацию Южной Осетии о независимости, и действия Верховного Совета Грузии, и потребовавший вывести из региона все вооруженные формирования, кроме частей МВД СССР. И это требование не было выполнено. Верховный Совет Грузии постановил, что указ является грубым вмешательством во внутренние дела республики. 25 января министр внутренних дел Грузии Дилар Хабулиани договорился с осетинской стороной о выводе подразделений МВД Грузии и прекращении огня при условии сдачи похищенного у грузинской милиции оружия. Однако после задержания 29 января военным комендантом Схинвала Кванталиани председателя Верховного Совета Южной Осетии Тареза Кулумбегова, ситуация в регионе вновь обострилась. Грузинская милиция вынуждена была оставить Схинвали еще 26 января, закрепившись на въезде в город, где был размещен штаб и бронетехника. Часть сил также находилась в грузинских селах к северу от Схинвала. Столкновения между противоборствующими сторонами вспыхнули в пригородах Схинвали. Так, 31 января произошло крупное столкновение между грузинскими военизированными формированиями с осетинами в нескольких километрах от города. 1 февраля Союз независимых энергетиков Грузии отключил энергоснабжение Южной Осетии. Следствием этого стали многочисленные жертвы среди мирного населения. В доме престарелых замерзло несколько десятков стариков. В родильном доме умирали младенцы. 17 марта в Цхинвале и контролировавшихся осетинской стороной населенных пунктах прошел всесоюзный референдум о сохранении СССР. На территориях, подконтрольных официальному Тбилиси, референдум в нарушении действующего законодательства не проводился, хотя Грузия еще была частью СССР. Более 70% жителей Южной Осетии, принявших участие, высказались за сохранение СССР. Это позволило руководству Южной Осетии после восстановления государственной независимости Грузии 9 апреля самостоятельно принять решение о пребывании автономии в составе СССР на основании закона о порядке разрешения вопросов, связанных с выходом Союзной Республики из Союза СССР. Грузия вышла из состава СССР, а Южная Осетия осталась. Грузинские силы контролировали стратегические высоты вокруг Цхинвала, ведя обстрелы города, а осетинские отряды, базировавшиеся в блокированном Цхинвале, испытывали острую нехватку оружия и боеприпасов и действовали мелкими диверсионными группами. В середине марта председатель Верховного Совета РСФСР Борис Ельцин совершил поездку на Кавказ, где 23 марта на границе Грузии и Северной Осетии встретился со своим грузинским коллегой Звиадом Гамсахурдия. В ходе встречи стороны подписали протокол об урегулировании ситуации в Южной Осетии, в ответ на что 26 марта в Цхинвале прошел митинг под лозунгом «Позор Ельцину за сговор с грузинскими фашистами». Предложенное в протоколе решение предусматривало введение на территории Южной Осетии совместного контингента российских и грузинских добровольцев общей численностью около 400 человек. Но данное соглашение вызвало широкие протесты различных политических сил России, в результате чего Верховный Совет РСФСР заблокировал проведение миротворческой операции. 4 мая Собрание народных депутатов всех уровней Южной Осетии приняло решение об отмене Юго-Осетинской Советской Республики и возвращении ее к статусу автономной области. Спустя 4 месяца, 1 сентября того же года, сессия Совета народных депутатов Южной Осетии отменила решение Собрания депутатов от 4 мая, подтвердив республиканский статус Южной Осетии. 21 декабря, в связи с распадом СССР, Верховный Совет Республики Южная Осетия принимает декларацию о независимости. На итоговый результат военных действий в значительной степени повлияла политическая нестабильность в самой Грузии, где в конце 91-го, начале 92-х годов началась гражданская война. 29 декабря в ходе гражданской войны в Тбилиси Кулумбегов был освобожден Джабой Иосилиани из тбилисской тюрьмы и отправлен на вертолете в Цхинвал, где тот вновь возглавил Верховный Совет Южной Осетии.
19 января в Южной Осетии прошел референдум, в результате которого 98% проголосовавших высказались за независимость и желание присоединения к России. Грузинское население Южной Осетии не приняло участие в голосовании, однако свое участие на референдуме приняли московские и санкт-петербургские осетины, а также беженцы, находящиеся в Северной Осетии. Несмотря на это, части Национальной гвардии Грузии с тяжелой техникой продолжали безуспешно осаждать Схинвали и другие населенные пункты мятежного района. В июне вице-президент России Александр Рудской, Борис Ельцин в это время находился с визитом в США, отдал приказ о нанесении авиационных ударов по грузинской группировке, обстреливавшей Цхинвал, и позвонил Эдуарду Шеварднадзе, пригрозив бомбардировкой Тбилиси. Боевые действия прекратились. 24 июня Борис Ельцин и Эдуард Шеварднадзе при участии представителей Северной Осетии и Южной Осетии подписали Сочинское, оно же Дагомысское, соглашение о прекращении огня. Боевые действия, сошедшие на уровень одиночных огневых контактов и рейдов, были прекращены после подписания этих соглашений. 14 июля в зону конфликта были введены миротворческие силы ССПМ в составе 3 батальонов – российского, грузинского и осетинского. Этот конфликт – только начало будущих войн Грузии. Дальше будет война с Абхазией, гражданская война 91-92 годов и, конечно же, второй раунд с Южной Осетией – августовская война 2008 года. Но это все мы обсудим в других роликах. Пишите, на какую тему вы хотели бы увидеть следующее видео. А пока я хочу вам пожелать только одного – мир вам всем, и пусть войны остаются чернилами на бумаге.